Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Мы в Испании». Для вас я, как обычно, Татьяна. Мы находимся на побережье Коста-Бланка. Сегодня у нас будет очень интересная тема разговора, я надеюсь. С вас, как обычно, подписка, комментарий и лайк. Оставайтесь на нашем канале, и я надеюсь, этот ролик будет вам очень-очень полезен. Ну что ж, живя в Испании, мы периодически сталкиваемся с таким вопросом, как, может быть, неуважение одних людей к другим. И я сейчас расскажу, как это проявляется. Так привыкайте! Это жестокий мир курортного бизнеса. Кстати, вот совершенно недавно у нас произошла такая история, я о ней расскажу немножко дальше. Такая не очень приятная история за 6 лет пребывания. Это первый такой случай у нас здесь. Но сразу оговорюсь, что это не со стороны местных жителей, это не со стороны испанцев, это со стороны мигрантов, можно так сказать. Об этой истории, которая с нами приключилась, я расскажу немножечко позже. А сейчас я вам хочу просто привести примеры, что я имею в виду, какое же такое неуважение здесь встречается. Люди, которые сюда приезжают, многие не знают, как правильно ездить по дорогам, по общественным дорогам, потому что многие обменивают водительские удостоверения, либо же, как туристы, ездят со своими удостоверениями водительскими. Но сразу хочу сказать, что правила дорожного движения в Испании и в других странах, не только в странах бывшего СССР или СНГ, да, как хотите называйте, но и в странах, других странах Евросоюза, они, в принципе, отличаются. И поэтому стоит знать просто правила дорожного движения Испании. Я уже говорила про круги, на которых не все себя правильно ведут, поэтому всегда говорила, дорогие друзья, если вам обменивают водительское удостоверение, несмотря на это, я всегда рекомендую, пойдите в автошколу, купите учебник, может быть, прослушайте лекции, но вы будете знать, как правильно ездить на дорогах, потому что это неуважение на кругах, оно уже зашкаливает просто дальше некуда. Кто лучше всех ездит на дорогах Испании? Какие же туристы из какой страны? Если вы хотите знать, я вам сейчас скажу. Это финны. Вот они всегда ездят, в принципе, я ни разу не видела, чтобы финны нарушали здесь правила дорожного движения, как в Финляндии комфортно ездить, так и здесь. Они всегда ездят, придерживаясь правил. Даже если они что-то нарушают, то они делают это очень осторожненько. Если вдруг они не знают, как ехать, они не лихачат, они не подрезают, они осторожненько едут, уважая других участников дорожного движения, на мой взгляд. Или если вам обменивают ваши водительские удостоверения, и вы ездите вот прям жить сюда, мой вам совет: идите в автошколу. Мы ходили в автошколу, она называется СССР, находится в Торревехе, если вы где-то поблизости живете. И могу рекомендовать ее, потому что мы закончили с Алексеем, сдали. Можно на русском языке общаться, на английском, Алексей будет здоров, подтверждение моих слов, на испанском изучать. Мой вам совет: идите в автошколу для того, чтобы не было неуважения на дорогах. Вот это первое, что я хотела сказать. Вот действительно, это проблема, которую вы можете легко решить. Просто пойти в автошколу, послушать лекции или купить учебник. Кстати, если вы видите машину, на заднем стекле которой прикреплена буква «Л», или «Л», знайте, что это молодой водитель, и подрезать его, сигналить ему не надо. Надо более осторожно ехать рядом с таким водителем. Почему? Потому что они только получили права и, естественно, еще повышают свой уровень вождения на дороге. Поэтому недавно была такая ситуация, вот наш младший сын получил водительское удостоверение, ехал правильно, по всем правилам. Мы, кстати, с Алексеем ехали перед ним и в общем-то, видели все. И неправильно ехал другой автомобиль, который выезжал на круг, не пропуская его, и сигналил. Вот, дорогие друзья, это неправильно, нужно пропускать людей, движущихся уже по кругу, поэтому и особое внимание к молодым водителям с буквой «Л» на заднем стекле.
Тут уже просто нужно повысить свое внимание. Поэтому будьте осторожны на дорогах, изучайте правила. Если вы не знаете, ходите в автошколу, либо покупайте учебники, изучайте правила. Олечка, да ты что? Я ж и так лечу. Тогда включи третью скорость. Я извиняюсь. А третья это узад или вперед? Это уперед, Валюш. Это уперед из песни. Следующее, что я хотела сказать. Если вы приезжаете в Испанию, я понимаю, что лето, это пора отпусков, все приезжают в Испанию, отдыхают, радостные, довольные, пляшут, топают, все что угодно, да, там рестораны, дискотеки, бассейны. Но помните и уважайте людей, которые здесь живут постоянно, местные жители или те, которые, вот как мы, я не говорю, что мы местные, совсем уж местные жители коренные, да, мы мигранты такие же. Мы приехали, но мы живем постоянно, мы встаем в 6 утра, в 7 утра, поэтому надо немножечко уважать таких людей, то есть старайтесь не двигать мебель после 11, после 12, не принимать гостей в это время дома шумно, не танцевать там после 11, не топать по полу, да, чей-то, ваш пол это может быть чей-то потолок, и поэтому людям снизу, вашим соседям, может быть некомфортно, они могут не высыпаться. Что же мы, граждане, хулиганим? Громкой музыкой соседям спать мешаете, а ребятам завтра в институт. Когда вы приезжаете на отдых, помните, если вы размещаетесь в урбанизациях, там, где живут постоянно другие люди, помните и уважайте людей, которые там живут. Убирайте за собой мусор, не ломайте лифты, будьте внимательны, соблюдайте правила пользования общественным бассейном, потому что мы, вот сейчас туризм, наша урбанизация тоже наполнилась, и иногда видно, что в бассейне, ну, если бы там не сокаристы, то было бы вообще бедлам, потому что люди все тащат, какие-то матрасы, нарукавники, доски, пытаются пить вино, курить, мусор бросать. То есть постоянно должен сокарист их останавливать, чтобы то не делай, сё не делай. Принимайте душ перед бассейном. Не надо грязными заходить, не ополоснувшись. Это такие прописные истины, которые несут какое-то, ну, наверное, уважение к другим людям. Поэтому это тоже важно. Не двигайте мебель рьяно. Вот, знаете, там стулья, столы вечером, когда другие соседи под вами ложатся спать. Не знаю, не топайтесь, смотрите, чтобы ваши дети 12 часов ночи не скакали по полу. Ну, это элементарные, наверное, вещи, которые встречаются здесь. Мы проводили опрос. 65, по-моему, или 70% людей согласны с тем, что это мешает и раздражает. Поэтому об этом я хотела поговорить как элемент уважения к другим людям, которые живут рядом с вами. Все очень просто. Приехали на отдых. Если это не отель, не апарт-отель, не отдельная вилла, то все-таки надо уважать других людей и вот правила общежития как-то соблюдать. Ну и третья, та история, которая у нас произошла буквально неделю назад, которую я вам в начале этого ролика хотела рассказать. Мы обычно часто бываем в городе Гвардамар-дель-Сигура, и туда заходим в Меркадону уже на протяжении, наверное, я не знаю, 6 лет. Ну и раньше, когда приезжали. То есть Меркадона славится тем, что там в основном работают испанцы на кассе, и достаточно хорошая сеть, хорошие вкусные продукты. Ну и вежливое обслуживание всегда было, всегда вообще вот во всех Меркадонах, во всей Испании нареканий вообще нет. И вот мы неделю назад зашли в Меркадону, хотели сделать паэлью, купить ракушки для паэльи, то есть там они мехионисы и маленькие ракушки. В принципе, мы все это взяли, встали на кассу, отстояли очередь. И там была кассир, она не испанка, насколько я понимаю, у нее такое имя, знаете, и для славян тоже подходящее, такое часто распространенное, я не буду говорить. Вот. И мы разговаривали на русском языке, и вот эта девушка стала ни здрасте, ни до свидания, вот она стала яростно кидать, ну так вот, все наши продукты на ленту, не мягко класть, а вот эти ракушки, значит, она кинула одни, вторые, у нас там что-то побилось уже дома, когда мы пришли.
Мы, в принципе, могли отказаться от этой покупки и сказать, что мы, наверное, не будем это покупать, потому что там может быть битое. Но мы люди не скандальные, мы не стали. Но этот фактор нам очень не понравился. Что дают на завтрак? Что наготовили, то и дают. Фуагры нету. Женщина, что за тон? Что-то не нравится? Вон, у чебуречную. Нечего мне тут нервы трепать. Отличная находка. Полное погружение в советскую эпоху. На наше спасибо реакции 0, до свидания, реакции 0. То есть тут все остается загадкой, почему же вот эта кассир, эта девушка в Меркадоне города Гвардамар-дель-Сигура так позволяла себе вести, потому что, в принципе, никакого повода такого не было, и такое неуважение к покупателям, неуважение к людям, которые пришли в Меркадон, мы видим вообще здесь впервые. В испанцы, они очень толерантные ко всем национальностям. Они, даже в те магазины, в которые мы часто ходим, они нас уже узнают. В Лиделе нас, например, знают туда, куда мы часто ходим. И очень доброжелательные, всегда общаются, всегда как бы улыбаются, и всегда здороваются, и прощаются. Поэтому вот такой фактор неприятный тоже был. Тетя Валь, а это что такое вообще, а? Если глаза разуешь, увидишь. Браво! Шо браво? Как точно снят архетип общепитовского работника. Да ты шо? Делайте выводы, но во всяком случае старайтесь уважать друг друга, независимо от того, наверное, из какой страны вы здесь проживаете, откуда вы приехали. Потому что все мы приезжие иммигранты, кто-то 20 лет назад, кто-то 6 лет назад, кто-то только приезжает. И все мы должны соблюдать, конечно, традиции, культуру и законы той страны, куда приезжаем. Уважать эту страну. А в Меркадоне, кстати, у них на этом было всегда и поставлено на уважение к клиенту, на хорошем обслуживании, на культуре. Поэтому вот тоже такой фактор был неприятный, о котором я вам для вашего размышления хотела рассказать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом сегодня все. Надеюсь, этот ролик, немножечко заставит вас поразмышлять на эту тоже тему, на тему уважения к другим людям. И это не обязательно в Испании, это может быть и в той стране, где вы живете, и в другой какой-то стране, куда вы переехали. Всегда старайтесь изучать нравы, культуру, законы, я не знаю, историю той страны, куда вы переезжаете. Больше путешествуйте, набирайтесь позитива, хорошего настроения и несите этот позитив окружающим людям, соседям, вашим клиентам, покупателям, или просто своим знакомым, друзьям, родственникам. А вам я желаю удачи, добра, здоровья, хорошего настроения, прекрасного лета, где бы вы ни находились. И увидимся вновь на нашем канале, как обычно, в следующих наших роликах. Всем пока-пока. Адьос, амигос.